Откуда брать деньги, если денег нет? Минфин назвал ситуацию безнадежной. Французская компания Danone перешли под управление Росимущества. Самые ценные вещи в жизни, они бесплатны. Криптовалютчики, эти какие-то пирамиды, дыхание маткой, эротизм, привлекательность, магнетизм. Что тут может произойти, даже Богу неизвестно. Всем привет! Сегодня воскресенье и, конечно же, новости на канале номер 1 про бизнес и деньги. И начинаем, конечно же, с самой любимой вашей рубрики. Рубрика из зоопарка. Поехали! Панды в московском зоопарке впервые встретились друг с другом. Зоологи решили познакомить Жуи и Динди. Вот они устроили такой Тиндер. Потомство, если оно будет, отправят в Китай. Вероятность получения потомства от панд очень невелика. В Тиндере гораздо больше вероятность получения потомства, будьте осторожны. Как говорят зоологи, в дикой природе размножение панд происходит так же, как и у многих животных. То есть самцы конкурируют за каждую самку. Но что происходит, когда самцы перестают конкурировать? Ну, например, есть одна самка и один самец. Так вот, они не хотят заводить потомство. Так что, друзья мои, панды ничем не отличаются от людей. Когда все предписано, ты мне, я тебе, ты туда, ты сюда, вот все не очень-то интересно все. А когда конкуренция, когда соперничество, когда вот это вот можно хвост распушить и так далее, то возникает эротизм, привлекательность, магнетизм, ну и дальше детишки рожаются. Поэтому наблюдайте за пандами, наблюдайте за природой и делайте все мироподобное. А будете делать как машины, тык-пык, шмык-пык, то детальки-то сотрутся. В общем, никакого удовольствия. Центробанк впервые за 1,5 года повысил ключевую ставку и сразу на целый процент. То есть сейчас ставка будет 8,5%. В общем, какие причины повышения ставки, как заявляет Центральный банк? Ну, первое. Годовая инфляция составила 3,6%. Вроде сильно меньше, чем ставка, да? Но, тем не менее, Центральный банк утверждает, что надо позаботиться и заранее повысить ставку, чтобы инфляция не разгонялась. Далее. В июле цены растут еще быстрее из-за ослабления рубля. А потому Центральный банк считает, что надо действовать на упреждение. До заседания Совета директоров Центрального банка бизнесмены и депутаты Госдумы требовали ставку 4%. Но, как говорится, регулятор на то и регулятор, чтобы слушать всех и делать так, как он решит. Поэтому Набиуллина твердо сказала, что мы лучше знаем, как сделать, и подняли ставку до 8,5%, пригрозив, что далее ставка может еще вырасти. Итак, оппонирование экономических властей Российской Федерации и Центрального банка, ну, ему уже лет 30. Да? Центральный банк строго следит за инфляционным таргетированием, чтобы инфляция не перешла вдруг в большую инфляцию, а потом и в гиперинфляцию. Ну, кто помнит, что было в 90-х, наверное, знает, о чем речь идет. А вот экономические власти никак не могут получить, да, доступные ставки для бизнесменов и предпринимателей. Вот так и бодаются. То есть на самом деле мое мнение очень простое, еще раз подчеркну. Центробанк профессионально занимается своей работой, Набиуллина молодец, все молодцы, все молодцы. Но откуда же взяться длинным деньгам в России? То есть мне кажется, все-таки правительству, премьеру, президенту все-таки следует принять основные программы экономического воздействия на рост. И эти программы должны быть существенно расширены. Все-таки придется найти 10 тысяч предпринимателей, да, которым целевым образом выделить правительственные кредиты на строительство заводов, фабрик, новых производств и так далее. Ну, негоже это ждать, пока рынок все отрегулирует. Рынок ничего не отрегулирует. Необходима политическая воля, я подчеркну, политическая воля, чтобы экономическое развитие стало не тем, что мы ожидаем от рынка, а тем, что мы создаем искусственно. Я напомню, Китай проходил эту фазу, и Коммунистическая партия Китая твердо решала и формировала на уровне правительства заказ и управляла государственными закупками так, чтобы возникли целые новые отрасли в Китае. То же самое делал Советский Союз в раннюю эпоху индустриализации и так далее. Почему бы России не переповторить этот опыт? Непонятно. Чего мы ждем? То есть сегодня очевидна необходимость возникновения прямо целого ряда отраслей. На самом деле я так скажу, все это уже и происходит. Когда поезд разгоняется,
кажется, он так медленно разгоняется. Ну вот да, мне тоже кажется, хотелось бы побыстрее. Вот. Поэтому, ребят, набирайтесь терпения, вот этот вот разгон будет в ближайшие 3-5 лет, понимаете, поезд тяжелый. Вы посмотрите на карту России, такая вот страна огромная, пока ты ее разгонишь и так далее. Каждый из вас, кто меня сейчас смотрит, поставьте себя не в роль ждуна, который ждет, а в роль актора, который тоже участвует в экономическом разгоне, в экономическом благоустройстве в своей жизни. Вы участвуете активно. Меняйте работу, где вам платят сейчас 50 тысяч, утверждают, что больше платить не могут. Становитесь более экономически активными. Повышайте свою компетенцию. Понимаете, претендуйте на большее. Претензионное поведение — вот поведение предпринимателя своей жизни. Владимир Путин ввел временное управление в российской дочке Danone и также в компании Балтика. Эти компании перешли под управление Росимущества. Да, еще весной президент подписывал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом, и вот, видимо, этот момент настал. Итак, какая реакция происходит в мире на все вот эти вот изъятия? Французская компания Danone заявила, что, цитирую, готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера Danone России и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности своих сотрудников, бла-бла-бла. Ну а как действовать еще бизнесу? Бизнесу необходимо там использовать все доступные возможности, там суды, там разговоры с регулятором, может быть, как бы сделки какие-то, да, так далее, чтобы защитить завод. И в этот момент нужно действовать очень быстро. Что было после реакции французов? А было сразу заявление Росимущества, которое сказало: не волнуйтесь, дорогие бизнесмены из Франции, мы позаботимся о заводах компании Danone. А как Росимущество позаботится? А вот как. Генеральным директором компании Danone Россия стал Ибрагим Закриев, бывший министр сельского хозяйства Чеченской Республики. Здесь вот что интересно, о чем размышляют сейчас очень многие аналитики. Смотрите, уже в прошлом году и Danone, и Балтика встали на продажу. И уже и сделка-то была подготовлена, и уже и сумма-то определена, которая будет заплачена за эти активы. Но эскалация достигла таких масштабов, и изъятие российских активов в Западной Европе, в общем-то, нарастают, и поэтому, как говорят аналитики, российские власти все-таки решили не покупать Danone и Балтику, а изъять. Я думаю дальше так, что если будут дальнейшие эскалации по этому вопросу, то мы увидим еще очень много вот этих вот изъятий. Причем они все будут зеркальные и по нарастающему масштабу. Поэтому, готовьтесь. На самом деле приятного мало, потому что все эти изъятия, они порождают нарушение экономических цепочек, турбуленцию. Будут страдать люди, которые работают на этих предприятиях, потому что некоторые предприятия могут тупо вообще остановиться, но не смогут они продолжить работу или потребуется значительное время, чтобы их опять запустить в работу. Вот как смотреть конкретному человеку, работяге, да, который потеряет свою зарплату из-за того, что бояре бесятся? Как говорится, бояре бесятся, чубы трещат и так далее. К сожалению, я вынужден признать, что вот это вообще находится за гранью какого-то прогноза. Что тут может произойти? Даже Богу неизвестно. Поэтому поживем и увидим. Я буду сообщать вам о самых важных новостях. Берегите себя. Суд продлил Елены Блиновской домашний арест до 26 октября. Ряд СМИ написали, что ей грозит уголовное дело за мошенничество. На Вилсаком тоже там завели дело или намереваются завести. Поэтому вот эта вот атака на Елену Блиновскую, она сейчас в центре внимания всех СМИ. Напомню, у блогера Елены Блиновской арестовали около 100 миллионов рублей на различных счетах, золотые монеты и 21 объект недвижимости. А теперь давайте посмотрим, что должна Блиновская и почему такое вот пристальное внимание. Давайте разбираться. Итак, по словам адвоката Блиновской, Блиновская уже возместила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает все, чтобы заплатить остальное. Однако столичная прокуратура сообщила, что ведомство просит взыскать с Блиновской около 1 миллиарда рублей, а именно 918 миллионов в счет возмещения ущерба, принесенный бюджетной системе Российской Федерации. То есть всю сумму, которая была озвучена в деле о неуплате налогов. В общем-то, в интернете в России, как и во всем мире, творятся, конечно, очень много безобразий. Криптовалютчики, эти какие-то пирамиды, да, интернет-пирамиды, продажи каких-то курсов, дыхание маткой, черти что, успешный успех и так далее. Поэтому на самом деле
Этот сектор, ну, давно нуждается в регулировании. Вот. И с одной стороны готовится к принятию закона об образовательной деятельности, когда все, кто преподает какие-то курсы в интернете, будут обязаны проходить какое-то лицензирование, сертификации. А с другой стороны идет массовое преследование людей, которые, зарабатывая в интернете на всяких там курсах успешного успеха и так далее, да, зарабатывая на всем, не платят налоги. Поэтому, если вы работаете в интернете, собираете курсы, получаете доходы и так далее, но легализуйте свою деятельность. Это очень важно, иначе все ваши заработки и вся ваше благоустройство вашей жизни в один момент все накроется медным тазом. Я вам очень рекомендую это делать. И, кстати, я вам так скажу, по практике сейчас вот эти вот сроки исковой давности позволяют вменить тем, кто в прошлом наошибался конкретно, такие суммы, что мало не покажется. Великобритания объявила на этой неделе, что сняла санкции с Олега Тинькова. Несколько слов предыстории. В марте 2022 года Тиньков жил в Британии и лечился от лейкемии. Попал под британские санкции, подразумевающие запрет на въезд и заморозку активов. Были очень большие проблемы и трудности у Олега по продолжению лечения. В марте 2023 года Олег Тиньков обратился к властям Британии с просьбой снять с него ограничения, поскольку он уже давно не живет в России. Далее просьбу Тинькова поддержал один из самых известных британских предпринимателей Ричард Брэнсон. Недели не прошло после того, как Брэнсон написал свое обращение, санкции с Олега Тинькова были сняты. Вот примерно такая последовательность. Это уникальный случай, что британское правительство там сняло санкции. И здорово, что Ричард Брэнсон вступился, и теперь у Олега будет возможность там продолжить терапию и так далее. Сейчас очень много судачеств идет про Олега Тинькова. Там кто-то называет Олега предателем, кто-то что-то, кого-то Олег называет предателем. Я считаю, что Олег феноменальный предприниматель, бизнесмен, и это просто алмаз российского предпринимательства. И пример ролевой модели, что может сделать человек с нуля в России. Там пельмени Дарья у Олега были, да, на начале пути, и потом его там рестораны эти Тинькофф, которые он успешно продал. И когда он начал банк, никто не верил, что онлайн-банк вообще может, а начал, напомню, Олег просто по почте рассылать всем кредитные карты. Все говорят, банк — это обязательно банковские отделения с колоннами и так далее. Все крутили у виска и говорили, Олег, ты какую-то чушь тут придумал и так далее. Вот. Поэтому феномен Олега Тинькова — это пример истинного предпринимательства, предприниматель, который преследует возможности, не обращая внимания на контролируемые в моменте ресурсы. В России появились предприниматели по регистрации в Tinder. Напомню, в Тиндере было запрещено регистрироваться россиянам, запрещено, но все, оказывается, можно обойти. Стоимость услуги 2000 рублей. Друзья, если раньше ты мог зайти на Тиндере, зарегистрироваться, и это было все такое commodity, знаешь, там ничего, все понятно, да? Сейчас Тиндер превратился в закрытый клуб, за 2000 рублей. Итак, как же это все происходит? Да, очень просто. Регистрация в приложении для знакомств происходит через зарубежный номер телефона. Есть много способов знакомиться, можно выйти куда-то на улицу, к метро, можно пойти в какую-то там тусовку, квартирник и так далее, можно в Тиндере и так далее. Я лично не предпочитаю какой-то один из способов, я использую все. В Тиндере я ни разу не был, в Байду ни разу не был, и вообще, к сожалению, на этих площадках я ни разу не был, поэтому добавить-то мне, в общем-то, нечего. Я могу одно сказать: плодитесь и размножайтесь, и вообще да здравствуют беспорядочные социальные связи. Но только я имею в виду не половые связи, а социальные. То есть больше людей, разных знакомств, разговоров, практики, обмен и так далее, поэтому я ратую за движение X10. Да, присоединяйтесь к лампу, но это малая группа, да, выбирайте подходящую вам малую группу, присоединяйтесь, и вот у вас есть уже общение. Сами становитесь кламперами, создавайте свой круг, да, и к вам присоединятся другие. И вот он способ. Ссылка, кстати, на X10 движение будет здесь под этим видео. Это абсолютно бесплатно. На самом деле я вам хочу сказать вот что. Самые ценные вещи в жизни, они бесплатны. Стань участником X10 движения, и ты сам все поймешь. А если надо объяснять, то не надо объяснять. В правительстве России одобрили одним махом сокращение расходов бюджета по незащищенным статьям. Правительственная комиссия предложение поддержала, и суммарно это будет где-то 450 миллиардов рублей секвестра.
Итак, сперва разберем, что такое защищенные статьи, чтобы вы не волновались, если вы находитесь в защищенной статье. Первое — социальные обязательства бюджета, пенсии, пособия, зарплаты. Все пенсионеры могут расслабиться, да? Все, кто пособие получал, да, тоже. Военные расходы, расходы на национальные проекты. Никто не знает, куда эти расходы идут, но те, кто, видимо, вокруг этого крутится, тоже могут расслабиться. Расходы на реализацию посланий президента и социально-экономические инициативы правительства. Тут все должно быть четко профинансировано, ведь эти стратегические какие-то задачи там, страны и так далее, тоже все будет в порядке. Итак, а что же такое незащищенные статьи, которые все-таки вот секвестировали уже на 450 миллиардов рублей? А это статьи такого рода, как пояснили в Минфине, за которыми не было финансовых обоснований. Остается гадать, как они вообще появились в бюджете тогда, да? Итак, ключевые выводы по этой новости. Первое. Пока не о чем беспокоиться. Да, ситуация напряженная, но деньги есть. Вот, уже происходит секвестр незащищенных статей на 450 миллиардов, но, как вы понимаете, 450 миллиардов по сравнению с 3,5 триллиона, да, за первые полгода дефицит бюджета, но это не компенсирует ничего. Поэтому вот эта вот косметика, которой постоянно занимается Минфин, латание вот этих вот дыр, ну, слушайте, ну это как делить шкурку там на 10 частей, малую шкурку, ну, будет 10 маленьких частей, каждая из которых будет бестолковое что-то и так далее. Экономику надо расти. Россия может иметь экономику в разы превышающую, кратно превышающую текущую. И для этого необходима промышленная политика. Точка. Конечно, Минфин не решает. Минфин борется за доходы. Центральный банк — инфляционное таргетирование. Министерство экономики — за экономическое развитие. Ребят, а кто развивает экономику России, я так и не понял. Видимо, никто не занимается, и вот эти вот технократы, они уверовали, что вот эта вот вся функциональность правительственная, это все приведет к тому, что экономика будет развиваться. Не приведет. Чтобы экономика развивалась, важно, чтобы в экономике существовало 20 тысяч экономических, внимание, субъектов, предпринимателей, которые снабжены деньгами, интенцией и так далее. А у нас сегодня их в стране 1000, не больше. Нам предстоит совершить головокружительный вот этот вот шаг. 1000 экономических субъектов крупного и среднего бизнеса, да, увеличить в 20 раз, чтобы у нас было 20 тысяч. Поэтому, ребят, пока этого не будет, ни Минфин, ни Минэк, ни Центральный банк, ни наше правительство ничего не смогут сделать. Поэтому давайте я активно пропагандирую вот за что. Предприниматели, практики, создавайте свои школы, университеты, свои колледжи, свои лицеи во имя того, чтобы было больше таких вот экономических субъектов, как вы сами. Я лично, ну, как бы своим примером подтверждаю этот призыв и, в общем-то, создаю свою X10 академию, в которую, кстати, попутно приглашаю всех, кто хочет поправить свое благосостояние и расширить скиллсеты и так далее. Ну и предпринимателей и бизнесменов, ну, приглашаю создавать свои школы. Нам действительно нужно больше предпринимателей и бизнесменов для России, сильно больше, чем есть сейчас. И тогда все вот эти вот инициативы Центрального банка, Минфина, Минэка, они наконец сработают. Еще одна новость в продолжение предыдущей, да? Минфин предупредил о неизбежном увеличении госдолга, назвав ситуацию безнадежной. Ну а действительно, откуда брать деньги, если денег нет? Нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок и наши 4 новых региона, объяснили в ведомстве. При этом власти обещают удерживать госдолг в безопасных границах 20% от валового, значит, внутреннего продукта. Сейчас уровень госдолга составляет 22 триллиона, это порядка 15% от ВВП. Финансирование развития страны за счет внутреннего долга, ну, это обычное явление. Например, Америка все свое благосостояние финансирует за счет внутреннего долга. А в Греции внутренний долг 200% от ВВП и так далее. А в России всего 15%. И я вам так скажу, вот то, что Минфин назвал безнадежным, я интерпретирую это следующим образом. Нам действительно никуда не деться, кроме как научиться финансировать развитие себя, да, с помощью продуцирования денег нами самими. То есть если мы будем ждать какие-то мифические иностранные инвестиции, которых нет, ну, мы так и будем довольствоваться, ну, вот малым, ну, тем, что есть. Если мы научимся размножать деньги, долг на долг, ну, мы действительно сможем
строить больше заводов, больше дорог, что в свою очередь всколыхнет экономику. Еще раз говорю, нам следует научиться размножать деньги, а это промполитика, это программа выдачи денег тем самым экономически состоятельным субъектам, предпринимателям, которые практикой доказали, что они строят заводы на выделенные деньги. Констатирование неизбежности изменений, ну, практически уже и в Минфине признают, и в Минэке признают, ну, в большинстве ведомств. Осталось, наверное, следующее — политическая воля. Политическая воля есть следствие назревшей, ну, экономической необходимости. Но насколько нужно долго ходить вокруг ключевого решения? Промышленная политика и адресное субсидирование и финансирование ставок и длин денег, ну, длины кредита для промышленных предприятий, которые способны утилизировать любое количество денег, ну просто реально любое. Да. Ну, я уверен, что вот эта неизбежность, она все-таки придет к констатации именно такого подхода. Ну а какая реакция на рынках, понятно, да? Российские гособлигации стремительно дешевеют, Минфин наращивает долг, выпуская все больше и больше облигаций, ну и рынок отвечает на это финансовыми спекуляциями. И я еще раз повторяю, пока не будет утилизации денег в промышленности, то любые вот эти вот наращивания долгов будут немедленно приводить к спекуляционным вот этим вот разборкам. Ну все. Все об этом знают, но мы как белка в колесе попадаем вот за разом все на одно и то же вот проявление. Друзья мои, нам никак не выбраться из колеса, которое мы сами для себя создали, либо построить другое колесо. Газпромнефть впервые заправила морское транспортное судно маслом вкусной точки. То есть вот гамбургеры и котлеты, которые мы жрем, да, они оказываются на таком масле, на котором потом танкеры заправляют. Кстати, это существенно, как говорят эти экологи, снижает углеродный след и так далее. Друзья мои, вся вот эта вот игра вот в эту эко — это такая вот хрень. Вы посмотрите, что сейчас происходит в природе, в экономике и так далее. Как нещадно губится все. На фоне этого еще говорить про какое-то эко, ну это просто смешно. На самом деле все достаточно просто. Да? Экономика мира не может обойтись без нефти, без газа. Еще 30-50 лет вот углеродное, так сказать, сырье будет в основе, ну, всего. И когда в другой раз вы ведетесь на всякие там питчинги по поводу там эко, там то, сё, пятое, покупаете электромобиль в надежде, что он меньше наносит урона природе, а я вам так скажу, он наносит доказанно в 2 раза больше урона природе, чем старенький добрый дизель. Поэтому, друзья, если вы не хотите стать, ну вот, беззащитной жертвой, да, вот этих вот жуликов и тех, кто хочет вас развести, подписывайтесь на канал №1 про бизнес и деньги, отправляйте ссылку своим родным, близким, друзьям и так далее. Берегите себя, будете в абсолютной безопасности. Ну и давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется.